Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Эту игру играю вместе с Марком, я его заранее предупредил, на чем я хочу поиграть. И вы, я думаю, уже догадались, на чем я хочу поиграть, потому что мне там в комментариях просили записать Хускара через воинов, через щит 2-го тира, через щит 5-го тира, куда же без него, потому что сейчас без щита 5-го тира, по сути, никакая сборка особо не работает, потому что щит 5-го тира это сломанное дерьмо, которое разработчики выпустили, с вишенкой, знаете, как бы, ну, с приправой вишенки сверху, я не знаю, как это, я хотел сказать, как вишенка на торте, но это явно не торт. Ой, короче, присаживайтесь и поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Ну а кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. И я хочу выразить огромную благодарность своим спонсорам, потому что у меня еще появился плюс один спонсор на канале. Огромное тебе спасибо за подписочку. Вот. Предупредил Марка заранее, чтобы была, знаете, конкурентная игра, вдруг чего, чтобы он мог контрить мою сборку. Он знает, что у меня будет и щит 5-го тира, и знает, что будет у меня щит 2-го тира. Я молюсь сейчас Всевышнему, чтобы на 3-м раунде, ну, хотя бы на 4-м мне пришел, короче, как можно быстрее ко мне пришел Хускар, и как можно быстрее ко мне пришел щит 2-го тира. Я очень надеюсь, что сейчас он придет именно с мобов. Очень, очень, очень на это надеюсь. Потому что не придет с мобов, это будет печально. Но если не придет еще и Кири ранее, то это будет вдвойне печально. У меня, кстати, какого-то черта БХ монетку не заобузил в предыдущем раунде. Поэтому в 3 монетки остаюсь. Я надеюсь, что БХ сейчас заобузит монеточку. Давай, БХ. Давай, БХ. Добивай. Красавчик, монетку забудет. Все, можно смело выдохнуть. Так, Тинкера продам не буду. Хилиц М-ку надо было продать. Ну, короче. Сейчас посмотрю, какой у меня будет стол. И стол у моих противников. Если у моих противников будет стол прям ни хрена себе, то, соответственно, я быстренько буду... блин, кулончик выпал. Ну, это прям... Ну, это прям... Ну, это прям соблазн. Это прям соблазн. Ладно. Становлюсь на лустрик. Хочу выйти в 20 монет как можно быстрее. Ой, как можно быстрее. Хочу, короче, выйти в хорошую экономику. 40 монет, идти тупо в уровень. И не знаю. Мне кулон выпал. Мне так хочется еще и контент с кулоном записать. Но, блин, контента с кулоном дохренища. Дохренища. Не знаю, посмотрим. Марк тоже встал на лустрик. Негодяй. Будет руинить меня. Я надеюсь, что он мне быстрее снесет. Ну, по идее, должен быстрее снести, потому что у него, типа, герой ближе к моему герою находится. О, да, отлично. Ты ж меня снесешь, я надеюсь? Выноси, пожалуйста. Мне надо на лустрик. Мне нужна хорошая экономика. Снеси меня. Давай, 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 давай. Ничья, прикиньте. Разброс урона сработал, и из-за этого ничья получилась. Козел. Так, ну, естественно, талант на поражение берем. Надеюсь, у меня еще хорошая полезная реликвия выпадет. Ну, короче, суть в чем? Я узнал, как работает щит 2-го тира. Ну, как узнал? Я открыл свои записи в Телеграме, открыл вот эти вот патчноуты, прочитал патчноут, что там черному по белому написали, что шанс теперь срабатывания этого щита, что ты получишь плюс 1 броню, равняется 75%. И неважно, на вражеской доске, либо на своей доске. Ну и, соответственно, неважно, ХП у тебя есть, нету, меньше 50%. Короче, сейчас это не важно, ты просто с шансом 75% будешь получать плюс 1 броню. А я что-то думал, что шанс срабатывания там 100%, ну, типа, и каждый раунд ты обузишь его. Но это чисто из-за того, что, скорее всего, мне везло, и у меня чуть ли не каждый раунд плюс 1 броня была. Ну, ладно. Типы, вы можете быть не такими огромными? Ну, давайте по-человечески как-то будем с вами общаться. Вы там послабее стол себе сделаете, а? Вот. Кто, кстати, пропустил мои стримы, то, ребят, во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Поэтому давайте переходите, не стесняйтесь. Еще, кстати, мне нужен сейчас ваш фидбэк. Важный фидбэк, потому что попросили меня записать Алхимика Керри. И вот мне интересно, что вы на этот счет думаете. Также меня попросили реализовать именно синергию 6 орков, но я сразу хочу дать ответ по поводу 6 орков. Во-первых, сейчас на 6 орках особо никто не играет. Реализовать 6 орков довольно-таки, ну, непросто. Непросто, потому что во многих ситуациях ты просто не будешь реализовывать эту синергию 6 орков, потому что она слабенькая. Есть намного, как бы, перспективнее ситуация, когда ты вот хочешь прям
обузить другие сборки, другие синергии, нежели шестерка. Да что ж такое, что у меня с голосом? Алло, раз-два, раз-два, раз-два. Чисто старый дед. Режим старого деда, старого. Не знаю, настроение у меня такое, знаете, какое-то вайбовое. То ли я выспался хорошо. Ну, наверное, то, что я хорошенько выспался, то ли что. Не знаю. Ну, короче, настроение вайб. Надеюсь, этот вайб передастся вам, поэтому надеюсь, у вас тоже будет отличный день, вечер, ночь, утро. Ну, короче, вы поняли. Сразу хочу вас предупредить, ребят, возможно, завтра не будет ролика. Потому что у меня завтра смена, на сегодня у меня куча план, помимо того, что сейчас надо снять контент для вас. Вот, скорее всего, завтра не будет ролика. Но, если что, то, знаете, либо он появится позже, либо же его не будет вообще. Завтра, почему говорю, что может быть позже появиться, потому что, возможно, у меня получится взять обед на работе, и я во время обеда смогу снять вам контент. Вот так вот. А еще я хочу вам немножко пожаловаться, у меня почему-то стал болеть левый нижний зуб, и меня это разочаровывает, потому что это куча денег будет на лечение вдруг чего. Не нравится мне эта ситуация, то, что болит зуб. Там, если что, я этот зуб уже чинил, как бы. Нервов там нет. Ну, может, пломба уже все ей. Ну, короче, сама суть то, что начал побаливать. И мне это не нравится. Очень не нравится. Ну, если что, держите за меня кулачки. Верьте в меня. Верьте, что будет все хорошо. И еще, ребят, давайте предложения в комменты пишем, какую сборочку бы вы хотели, чтобы я реализовал. А, еще, кстати, поражал с комментариев по поводу того, что я сыграл на инсектоидах. Ребят, ну, поймите меня правильно. Подписчик попросил, я реализовал. Кто я такой, чтобы отказываться как бы от такого... от такого заказа? Ну, инсеки это мразотная сборка. Очень мразотная сборка. Я уверен, что они здесь появятся. Хотя, на самом деле, сейчас намного проще играть через инсеков. Просто если инсек на жестком темпе, да, тогда будет очень трудно играть. Но если инсек не на жестком темпе, а он долго-долго-долго и муторно перестраивается, то, в принципе, можно спокойно его законтрить. Потому что есть щит 5-го тира, который не, ну, просто... Ну, я, честно, я вот до сих пор думаю, чем разработчики орудовались, чтобы выпустить такой щит 5-го тира. Ну, что надо было курить, чтобы выпустить именно такое? Без понятия. Я хочу аптечку священника. Пожалуйста, дай мне аптечку священника. Я хочу максимально быстро в уровень пойти. Но дай мне аптечку священника. Пожалуйста. Я, если что, не спешу выбирать предмет 2-го тира. Во-первых, у меня керри нету, в которого вдруг чего щит 2-го тира запихивать. Ну, а во-вторых, возможно, я в действительности через кулончик сыграю. Это будут не воины, а что-то будет другое. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, давай, показывай. Раскрывай мне свои карты. Что бог рандома мне сегодня принесет? Более разочарования? Или болт на 28? Или все-таки аптечку священника? А, кстати, ребят, у меня есть к вам вопрос. Ну, я еще сделаю опрос в телеграм-канале. Смотрите, у меня есть игра Outlast. Она по скидке была в стиме, я ее взял. Блин. Ай, манго, ёб твою медь. Зато Хусик пришел. Серьезно. Ладно, я молнии возьму. Потому что мне пришло манго, и мне, по сути, надо пробовать хоть каким-то образом это манго реализовывать. Ой. Ну, будем пробовать реализовывать это манго. Что еще делать? Правильно? Ну, правильно. Так, лишние фигуры продаем. Вот, и у меня к вам такой вопрос. Хотите ли вы увидеть прохождение от моего лица Outlast? Или, может, на стрим его запустить? Короче, напишите в записях или на стрим, и хотите ли увидеть. Вот такой вот еще вам, знаете, кликбейт на комментарии, как мне писали недавно под роликом. Что я слишком много кликбейчу на комментарии. Так, я активировал сейчас манго, потому что я проиграю этот раунд. Ой, точнее, выиграю. Я дурак! Ой, дурак! Я же выиграл раунд с мобами. Нахрена я активировал манго конкретно сейчас? Ёб твою медь! И 2 легионки. Интересно.
Блин, ну я жесткую ошибку совершил, то, что активировал сейчас манго. Ну, на один раунд меньше, походу, у меня не получится сделать топовая манго. Ой. Супчик. Ну вот супчик. Забыл, что мобы считаются. Считается то, что манго считает победу над мобами. Это как победу обычную. О, еще и Марк пришел. Я его еще раз выиграл. Да. Ну, у меня будет еще 8 попыток, но я вряд ли это сделаю. Ну, сейчас, в принципе, 13-й раунд будет. Я его проиграю, 14-й выиграть должен. Либо проиграть и... Ну да, я не смогу, скорее всего, сделать. Не смогу. Да, хорошую я подливу себе сделал. Там уже рыжий рис 2 звезды. Чувака на первом месте такой огромный стол. Да, он без денег, но у него стол просто огромнейший. Хусик, Джаггер, воины. Я в шоке. Просто в шоке. Хочу баф людей. Короче, кого интересует, как играть на воинах? Смотрите, воины вообще на самом деле довольно-таки просто контрятся. Если против вас противник, который собрал перчатку 5-го тира, то забейте. Вся синергия воинов идет коту под хвост. Но тоже есть такой важный момент. Некоторые ситуации все-таки позволяют еще играть через воинов. И, как бы, знаете, я привести в пример, какие конкретно ситуации, особо не могу. Потому что каждая игра, она ситуативна. Бывает так, что у тебя... Вот, допустим, есть противник, который играет через зверей, но он сделал себе керри, который бьет с чистым уроном. И вот в таком случае воины еще могут тебе помочь. Потому что сами звери по себе, они уменьшают твою уязвимость к защите на 80%. И это дохренище, если что. Блин, хреново пример, наверное, получается. Ну, короче, там надо по ситуации смотреть, когда вам нужна будет еще броня, а когда вам не нужна будет броня, и в целом синергия воинов. Поэтому я не могу прям четкий пример привести, когда вам нужна броня, когда не нужна броня. Это нужно почувствовать. То есть, если его другие герои бьют до хрена, и тебе эта защита помогает переживать, а вот то, что у него там килли с чистым уроном, не особо это и влияет, то вот в таком случае ты можешь сидеть через броню и через воинов. Ну, вот ну я, наверное, думаю, где-то в 70% случаев ты, ну, не будешь сидеть до конца через воинов, если у чувака уже чистый урон. Ты будешь перестраиваться. Ну, как-то так. Ну, думаю, вы и сами прекрасно поймете, когда вам надо броня, когда вам не надо броня. Ну, так вот. Не, ну, чел на первом месте там тупо гигантский. С броню берем, естественно. Возможно, мне стоило, знаете, когда Хусика выбил, зарандомить предмет. Ну и, возможно, мне бы упал щит 2-го тира. Но просто отказываться от молний, ну, тоже как-то неправильно. Вот если на выбор бы выпал этот щит 2-го тира, тогда да. Короче, в чем сама вся суть вот этой вот сборки? Воины наносят урон от твоей брони, возвращает урон от твоей брони, от всего там дамага, любого, кроме чистого. То есть, если там у чувака яд какой-то, то есть тикающий урон, там обычные тычки, магические, физические, кроме чистого, то возвращается урон на 170% больше в зависимости от твоей брони. Вот, щит 2-го тира упал. Сюда. Сюда эту прикормку. Это нам надо. Вот. И вот этот вот щит 2-го тира, у вас просто огромный шанс того, что вы сможете спокойно иметь дохренище брони и возвращать колоссальное количество урона чистого. Блин, ну Хусика надо бы поставить, но я опасаюсь того, что я выиграю этот раунд вообще. Надо его поставить, чтобы он броню хотя бы стакал. И вот просто смотрите, если на 3-м раунде вам выпал Хусик, упала эта броня, то вы вот этот вот щит, можете настакать чуть ли на 30-40 стаков, ну, в зависимости от того, сколько у вас раундов будет. И минимум вы настакаете 25 брони. Минимум. А вот просто вы представьте, у вас синергия воинов,
У вас после 50% Охренеть. Охренеть. Дюк, друид и воин. Вот это вот круто. Вот это вот хорошо. Вот это вот нам надо. Это мы берем. Это мы берем, естественно. Так вот, не договорил. И вот представьте просто момент. У вас где-то 25 брони на стакана с этого предмета. Вы берете себе щит 5-го тира, берете еще сверху кирасу. У вас синергия воинов. А броня у вас удваивается, когда у воина меньше 50%. То там, короче, до 100 с чем-то брони. И вы просто наносите за каждый тикающий урон, либо за каждую тычку просто там 170 брони 170 урона чистого возвращаете. Это же просто колоссальное количество урона. Плюс у вас столько поглощения физического, что вас почти никто не дамажит. Так что имейте это в виду. Это довольно-таки сильно. Тут я, кстати, проиграл. Надо было все-таки друидов оставить. Ой, друидов. Жрецов. Но он слишком огромный. Вы просто посмотрите на его стол. Чего стоит только один Джаггернаут? Еще и дюк, который ни хрена не дамажит. Меня это вообще бесит, то что когда они починят этого дюка. Минус 14 в табло, понял, спасибо. Антимага поставлю вот так. Что было? Ой. 3 ман. Блин, ну хреново то, что реликвия так получилось. Надо было мастерскую бума брать. Очень хреново то, что так получилось. Не передать словами, насколько это хреново. Ставлю сейчас всех на первую линию, потому что там убийцы есть. Не хочу, чтобы Кусик сдох. А, кстати, если что, броня удваивается. Это только вот синергия. То есть вот эта вот броня, которая дает 14 брони. Вот эта вот именно броня, она удваивается. Не удваивается то количество брони, которое находится конкретно в твоем герое. А именно вот это вот от синергии удваивается. То есть там меньше 50% вы получаете не плюс 14 брони, а плюс 28. А не если у вас 50 и там 100 станет. Тоже такой, это важный момент, если что. Потому что некоторые думают, что удваивается именно вся броня. Я его, надеюсь, хотя бы вынесу. Прикиньте, сейчас ничья будет. Не, вынес, отлично. Отлично. Живем. Хилимся, живем. Джаггернаут, собака, спасибо. А вы вовремя приходите, ребятки. Так, это убираем. И надо 2 героев убрать. Вот так. Тебя продадим вообще. Ты не нужен. Чуть-чуть слабее стол сделаем. Марк там уже 10 себе взял. Аптечка ему выпала. Хитер. Ну что, я на 9 поюзаю мангом. Может, мне нормальное количество хпшки восстановится. Ой, хпшки. Опыта и денег. Я смогу тоже 10 быстро взять. Не, на самом деле манга прикольная тема. Если у тебя довольно-таки сильный стол, и ты можешь почувствовать вот эту вот грань. Как тебе абузить это манго. И ты можешь его 100% заабузить на 10 раз. Ну, хотя бы на 8. Чтобы получить манго. Там, когда ты в 8 делаешь манго, у тебя появляется топовая манга, которая защищает тебя 1 раз от летального исхода. То есть летальный исход, это имеется в виду то, что у тебя хп 10, да, тебе прилетает там 50 урона, но ты все равно переживаешь 1 раунд. Полезная штука, но сложно ее абузить. И я бы сделал на самом деле так, чтобы эта манга, она давала минимум от 2-3 монет. От 2-3 монет и 2-3 опыта. Минимум, потому что бывает такое, что это как рандом с банками на хп. То есть с банками на хп такая же шляпа. Я бы сделал так, чтобы минимум 2 хп на восстанавливал, потому что когда тебе куча баночек восстанавливает по 1 хп, ты прям горишь от этого. А от 2 хп уже будет не так как бы больно. Ну и вот манга такая же самая шляпа. Тебе могут, вот эти вот 8 манго тебе могут дать по 1. У меня был такой прикол, что у меня все манго дали по 2. И у меня просто чуть, ну, если честно, крышу не снесло. Вот настолько все хреново было. Ну, что ж. Такая игра, такая игра. Божественная, я бы сказал бы. Двойные мобы, кабанчики. Но я беру двойных мобов. Вот так вот. Вот так вот. Вот так. Отлично. Поехали. 6, 2, 9, 6, 2. Короче, 3 раза по 2, остальные нормально мне апнулись.
прям хорошо апнулась и по опыту, и поэтому нормально. Вопросов не имею сейчас. Сейчас неплохо апнулась. Но бывает такое, что по одному апается. Это ж вообще печалька. Так, пока продавать никого... О, инвокер, вот это плохо. Инвокер, кстати, воинов довольно-таки жестко контрит своими форжами. Кто вдруг не знает, ну, я думаю, уже все и так прекрасно это знают, но форжи... Форжи за каждую тычку дают минус 5 брони. И если ты там инвокера собрал, хотя бы в 2 звезды закинул ему урок войны, он засумонил 2 форжей, они тебе могут столько минус брони накинуть, что ты просто закачаешься. То есть инвокер нормально контрит воинов. Вот к чему я веду. Да и в целом инвокер имба. Так, я тебя снесу, надеюсь. Пожалуйста. А было бы у меня полная синергия воинов, я бы тебя снес. Но чего нет, того нет. Хусик у меня вообще в 1 звезду до сих пор стоит. Ладно. Терпим, терпим. Режим терпилы активирован. Ну так возьму, 10-й, все. Сейчас я вам попку надеру. Малыши. Мне, по сути, ролить больше нечего пока что. Боже, Марк там что-то вообще такое жесткое собирает. Ты чё? Охренеть, он еще и берсерка закинул в Мамору. Он будет через 9 магов и берсерка играть. Серьезно? Я худею. А, кстати, ребята, кто уже брал реликвию на деньги? Вот эти вот 10-15 монет. Баг еще остался, когда у тебя просто все виснет, и ты ничего не можешь делать, по сути? Или нет? Вот что меня интересует. Поэтому напишите в комменты, плиз. Чтоб я это не тестировал, потому что если я буду это тестировать, у меня снова подгорит. Вообще надо будет как-то лобак с мобами запустить. Ну, с ботами. С мобами. И посмотреть, есть ли этот баг или нету этот баг. Так, 30 хп у меня. Смогу ли я, не смогу? Смогу или не смогу? Вот в чем вопрос. Но сейчас поставлю 9 воинов, по сути, должен нормально разваливать. Спасибо, Варлок. Дюк, хорошо. Думчик, вообще прекрасно. Так, продаем, продаем. Дум, отлично. Темпларка, ну, можно, в принципе... О, горный вождь сюда! Такое мы любим. Такое мы любим. Так, это мы продаем. Друида ставим, дюка апаем, отлично. Хорошо, что я в этот раз не забыл нормально дюка апнуть. А то у меня было такое, что я дюка забывал апнуть адекватно. Я его случайно, знаете, когда он у меня там с друидами был, я его просто брал, 3 героя покупал и собирал так. Это моя ошибка. Спешил. Так, ну все, потихонечку начинаем камбэкать. Серьезно? Берсерк? 6 брони у Хусика. Ну, мне кажется, надо в берсерка одеваться уже. Блин. Троллей бы хотелось бы поставить, но мне не хватит места на 4 тролля. 4 тролля было бы тоже хорошо. Вот почему у меня дюк не тролль? А, ну тролль это ж раса, точно, это класс. Вот почему он не волшебник, друид, воин, а? Было бы классно. Было бы так хорошо. Так, убийцы, здорово. Ну, по идее, должен убийц разорвать. Ого. Ого, они моего Хусика разорвали. Но у меня еще мало. Ну, типа, я мало брони настакал, поэтому они меня так жестко снесли. Винстрик заберу? Или не заберу? Заберу или не заберу? 9 винстрик. Еще импресска идет. Но мне импресска это нахрен не нужна. Так, двойных мобов активирую. Надо активировать. Не та у меня ситуация, когда мне надо терпеть. Надо активировать.
Ладно, я в берсерка закину. Хотя может обратно вернуть на мобов. Не, я обратно верну на мобов, потому что мобы бьют магией, а у меня Хускар как раз. Который будет защищаться от магии. Так, убийцы, эльфы и маг. Вот плохо то, что там маг собирается. Это очень плохо для меня. Он будет меня жестко сносить. К сожалению. Пакт мертвецов. Дай плащ-пальто хотя бы. Или шар бездны. Талисман, отлично. Талисман это хорошо. Больше брони, тем, соответственно, быстрее буду их сносить. Обезьяна. В принципе, можно вместо змейки поставить. Пусть будет. Змейку продадим. 40 монет вышли. Хорошо. 31 хп у меня. Плохо. То, что у меня 31 хп, это плохо. Против магии защиты пока нет никакой. Спасибо, хрень. Посох 3-го тира, спасибо. Когда надо, ты не падаешь, а когда не надо, Саня, держи. Саня, на. Гена, на. Это классно, конечно, все. О, Кираса пойдет. Это, конечно, все классно мне сейчас упало из тех предметов, но как бы Кираса намного профитнее смотрит. А что я сделал? Что я перекинул? Кунка, хорошо. Кунка. Вместо кого? Я забыл Кирасу обратно вернуть. Блин, пока думал, Кунку ставить или не ставить, я забыл Кирасу перекинуть из берсерка. Гений. Боже, как больно. Еще и с посохом 3-го тира берсерка. Ай-яй-яй. Дюк, хорошо. Может, сейчас еще один дюк придет. Я просто не хочу яйцо тратить на дюка. Дум, Кунка еще. Ладно, вместо Джаггера поставлю. Берсерк, отлично. Все, берсерк 2 звезды, хорошо. Все предметы берсерка. Так, перекинуть. Это сюда. Обезьяна. Так, вот это перекинуть, вот это закинуть. Мне, блин, надо магическое сопротивление, у меня его нет. Поэтому делаем берсерка сейчас поплотнее. Искать придется шар бездны. Блин, ситуация вообще не радужная, если честно. У меня 14 хп, Марк на магах. Без шара бездны мне здесь будет очень туго. У меня прям там жесткий берсерк. Кусик идет хорошо. А, он гритеров поставил? А, ну тогда можно, в принципе, еще пожить. Но в любом случае мне нужно будет найти омника. Шар бездны. Не, ну если у омника, то тоже будет классно. Как же усилить еще свой стол? Ну, можно было бы вообще зверей разобрать, но, в принципе, звери сейчас мне хорошо подходят. Плюс, как бы, 30% урона стычки пойдет. Хоть я и броней, как бы, уничтожаю, но все же. Еще щит 5-го тира бы найти. Вообще была бы песня. Но у меня сейчас хорошие предметы, я не хочу их скипать. Так, Дум рыжего лиса полетел, вообще прекрасно. Да, ты шо, этих убийц вообще разорвал в пух и прах. Собака идет. А, ну, кстати, возможно, выпадет омник. Там же одна лего не раскрыта. Возможно, выпадет омник. Держим кулачки, что выпадет омник. Кулачки. Кулачки. Ну, там стол, конечно, у Марка просто закачаешься. Но я надеюсь, что он меня за один раунд хотя бы не вынесет, потому что он мне не приходил еще сейчас. А мы остались в пятером. Держим кулачки. У меня ни денег, нищета. Значит, это была оговорочка хорошая, причем, знаете, это была, знаете, какая оговорка?
Оговорка Ванги. Я просто смотрю в будущее. Интуитивно мой организм подсказал, что здесь будет Омник. Не зря говорился, не зря. Ой, не зря. Это очень хорошо. Это очень хорошо, то, что тут Омник будет. Это прекрасно. Жизнь мед. Иди сюда, мой сладенький. Так, теперь можно, по сути, и доставить орков. 150 хп, как бы, ну, лишним не будет. Но надо найти еще щит 5-го тира. Боже, ну, серьезно. Реально мой организм не... Ай-яй-яй. Это трындец, товарищи. Дай щит 5-го тира, пожалуйста. Ладно, я возьму Аганим. Аганим хороший предмет. Он и под Омника подойдет двухзвездочного. И, в принципе, в Берсерка зайдет, потому что буду топорами трехзвездочными кидать. Но я больше взял этот Аганим для Омника, чтобы просто повысить свою выживаемость намного. Омник даст прям хорошо мне. Монета. Блин, я не хочу скипать монету. Монета слишком полезная. В моей ситуации так точно. У меня хп не так до хрена. Я надеюсь, что мне Омник придет в ближайшее время в 2 звезды. Че, может сейчас эту монетку юзнуть? Поехали. Отлично, нормально хпшки восстановил. Сейчас на следующем раунде тоже юзну. Еще хпшки восстановлю. Но у него берсерк прям огромный. У него и маска, и кулон, и посох 3-го тира. Уху-ху. Это будет, походу, битва титанов. Не, ну то, что я прям Омника себе наванговал, это прям хорошо. Надо Омника в 2 звезды срочно. С Омником в 2 звезды я буду себя прекрасно чувствовать. Можно поставить еще будет 4 богов, чтобы Омник по КД накидывал свой щит. Без остановки. Это ж... Он мне вообще тогда пробивать не будет своим кулоном. Ну, кулон и посох все равно больно бьют, но он вообще пробивать мне не будет. Так, это воин. Помянем воина. Че, решил сыграть как я? Но не вышло, да? Жалкая пародия и неповторимый оригинал. Так, все, хп у меня норм. 45 хпшки, живем. Темпларка в 2 звезды. С кирасой. Удачи. По хпшке вырываюсь на первое место. Пришел горный вождь, отлично. Я не знаю, взять ли мне яйца или все-таки взять уровень, чтобы поставить себе в дальнейшем немножко богов. Просто если я поставлю немножко богов, это будет очень профитно. Но в то же время мне надо и яйца, чтобы апать себе берсерка, горного вождя, дюка, хускара. Блин, я в замешательстве, если честно. Просто если меня сейчас жестко снесут, вот сейчас посмотрим, насколько жестко меня снесут. Либо я вообще снесу. Охренеть, он мне табло оторвал. Я в шоке. Так, мы остались втроем. Я буду скипать. Блин, ну я так не хочу скипать талисман 2-го тира. А доживу ли я до 35-го? Сомнительно, конечно. Ладно, ролим. Щит 5-го тира, отлично. Все, шансы есть. Вот с щитом 5-го тира игра заиграет сейчас иными красками. И я, наверное, все-таки возьму реликвию яиц. Ну, нормально, конечно. Там у него и стаки на посохе хорошо идут, и предметы идеальные. Ну, это будет интересная игра. Здорово, убийца. Сейчас посмотрим, как ты там. Против убийц щит 5-го тира это вообще что-то нечто. Темпларка в 2 звезды. Вообще пофиг.
Ну, пофиг, плюс пофиг. Вообще пофиг. Да, убийцам в текущей мете я просто сочувствую. Убийцы вообще не живут. Ни тупо ничего не могут сделать против щита 5-го тира. Да сноси его, давай быстрее уже. Ладно, потерпим. Сейчас возьмем реликвию яиц. Или может взять все-таки уровень и поставить 4 бога. Просто есть такая ситуация, что я могу не дожить. 11 стаков у него в берсерке уже. Ты чё? Дядя, успокойся. Остановись. Ох-охо. Не приходи ко мне. Пусть ко мне придет убийца. Не приходи ко мне, пожалуйста. Он ко мне пришел. Но у меня щит 5-го тира есть. По идее, я должен его сейчас снести. Пару раз вернет ему колоссальный урон, и все. И финита ля комедия. Жить! Минус 3. Не. Надо брать прям яйца и тупо ролиться на полную программу. Омника собирать 2 звезды, закидывать ему. Аганимчик. Инвокер, это классно, но мне не надо. Так, Акс у меня есть. Омник отлично. Думчик хорошо. Как же тяжко идет. Ладно. Ладно. Давай. Мне нужно кольцо на агр. Оно 120 блока дает и немножко магического сопротивления. Но в принципе я и от БКБ не откажусь. Хотя в БКБ урон от кулона все равно проходит. Башер. Это ну такое. У него гриттер и башер не нужен. Мне рефрешер вонючий падает. Ты издеваешься. О, отлично. Прям под заказ. Омник 2 звезды, отлично. Так, аганимчик, иди сюда, на. Горного вождя мы сейчас ставим под его берсерка, чтобы горный вождь этого берсерка просто начала пол бить. Яйцо, отлично. Может получится омников 3 звезды собрать. Дум, по сути, в 3 звезды мне не нужен. Удачи. Удачи убийцам. Всего хорошего. Да. Да, это жестко. Не, убийца это забей. Что там у тебя? 13 стаков. Не, ну дай бог, что я этих хотя бы хоть пару раз этого берсерка снесу, и эти стаки он потеряет. Да где ж ты, Дюк? Ну тебя никто не покупает. Алло, дядя, проснись. Горный вождь. Отлично. Ладно, продаем. Потом как-нибудь, если что, соберу. Акс, 2 звезды. Ой, Акс, Джаггер. Да, Джаггер апну. Продам Дюку, апну Джаггера. Вот это вот обмен, ребятки. Ну, просто не идет мне этот Дюк. Его никто не покупает, но он не идет, падла. Ты прикинь. Закон подлости. Давай. Щит, работай, пожалуйста. Хорош!
Щит 5 тира не имба, ребятки. Запомните, щит 5 тира это полная вафля. И дюк пришел. Ля ты крыса. А ролить мне, по сути, нечего. Ну, реально нечего, только бессмертия нету. Из 4 тира мне тоже ничего не надо. Ну, надо 3-й тир искать. Шар бездны, давай. Мифрил и доспех, спасибо, не надо. Спасибо. Призма прям шикарная. Закидываю в горного вождя. Пусть будет. Так, ну немножко магического сопротивления я себе поднял с помощью 2 предметов. Плюс он стаки потерял, это самое главное. Самое главное вот, в действительности то, что он потерял сейчас свои стаки. Это самое главное. Он уже не будет таким дерзким. А у него очищающая сфера. Но он стаки теряет, это хорошо, он уже 2 раза сдох. И ты прикинь, я только друидов пораспродал. И мне приходит дюк. Ну ладно, спасибо хотя бы хоть так. Надо еще 2 яйца, либо же 1 яйцо и 1 горный вождь. Жалко, что дюк не работает на гритеров. Так бы дебаф песов бы накладывался и все. Не, ну игра у нас прям на тоненького с ним. У меня еще шансы есть его вынести. Мне просто нужен горный вождь. Горный вождь просто подойдет впритык, возьмет этого берсерка и снесет его. Тупо не выпустит. Дюка, если только не могу, поставил, чтобы антимаг меня не взрывал, падла. Бабка в 3 звезды. У него еще этот дизраптор так помогает ему. Жесть. Он теперь закирил бабку. Так, есть яйцо, отлично. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. А на яйцо апну. В любом случае, либо сейчас выпадет яйцо, либо выпадет горный вождь. Очищающую сферу тоже бы мне хотелось бы найти. Я бы ему тогда синергию гритер вырубал. Не, на самом деле, если сейчас горного вождя в 3 звезды найду, я, по сути, должен эту бабку снести. И бабку, и берсерка, вообще не важно кого. Должен обоих сносить, потому что горный вождь, если что, его скилл проходит сквозь гритеров. И это бредово. Типа сквозь БКБ, сквозь гритеров. Это такой бред. Так работать не должно. Гритеры должны быть защищены от любого контроля. Но по итогу мы имеем то, что имеем. Не защищены они от любого контроля. Не выпало мне, к сожалению. Так, таланты и мастерская бума. Я, естественно, беру мастерскую буму. Хотя можно было бы таланты взять. Но это хрень, как по мне. Так, призму... Ну, блин, нет. Можно было бы несколько щитов 5-го тира найти, но я думаю, это излишне будет. Так, сюда шар бездны. Теперь так больно мне не будет. Яйцо. Ну все. Ну все. Ну все, родненький. Готовься. Помнишь, ты меня там наказывал? Помнишь? Помнишь. Что сейчас будет? 2 дюков найду. Вот что будет. Ладно, я просто так дюка сейчас соберу. Сейчас поставлю друида. Соберу его так, 3 звезды. Я думал сначала найти всех друидов, но хрен с ним. Идет, идет машина. Бэм, 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 бэм. И на очищающую сферу мне твою наплевать. И на щит 5-го тира мне вообще наплевать. У меня есть омник, который подхилит, который, ну, по кайфу. А ты страдай. Чё, как тебе горный вождь? Сквозь гритеров работает. Нормально? Нормально. Яблоко будешь? Будешь. Минус 20 сюда. Ладно, хрен с тобой, так апну. Больше потрачу на поисков этих
Злонесчастных друидов. Кому это все запихивать? Ну, призма не нужна просто. Сейчас будем ролиться. Реально может... Хотя можно предмет третьего тира найти, который броню дает. Но я думаю, это уже будет излишнее. Надо... Может кучу щитов пятого тира понаходить. Несколько кири раскинув, того же самого омника закину, будет топчик. А мне пох. Просто насколько насрать горному вождю. Просто бежит машина. Бэм. Мне кажется, ему надо было до конца сидеть с берсерком. Шансов тогда было бы намного больше. Знаете, в чем еще абсурд щита пятого тира? Он ставит сейчас думов, а у меня же щит пятого тира. И мне как бы насрать на этот дум, потому что с шансом 50% я верну этот дум. Так, сейчас надо горного вождя будет правильно перекинуть, потому что он омника, видите? Ой, омника, антимага ставит. А омника он, кстати, не может поставить, потому что у него бабка керри. Мне кажется, ошибку он совершил, то, что он поменял себе на бабку керри. Ему надо было оставаться в берсерке. Хотя, я думаю, я бы и берсерка снес. Просто у берсерка есть массовая тычка, с помощью которой он бы себя чувствовал комфортно максимально. Сносил бы просто мою толпу намного быстрее. Ну, не факт, конечно, не факт. Но мне кажется, с берсерком он бы чувствовал себя намного лучше, чем с бабкой. Еще бессмертие найти. Но я бессмертие не найду, потому что я скипнул. Но на самом деле, если типа ты играешь на воинах и находишь еще сверху бессмертие, это ж такая в канале начнется. Что вы понимали, вас бессмертие начнут бить. То есть у вас активируется бессмертие, в это бессмертие начинают вас бить. И будет срабатывать пассивка воинов. Крутяк механика? Я думаю, да. Обалденнейшая. Обезьяна. Бабка. Куда шмотки делись? Антимаг. Но мне кажется, это сейчас огромная ошибка, то, что он антимага керит. Сейчас антимаг сам себя взорвет. Антимага на последний раз по итогу поставил. Ну, мне прям кажется, что антимаг сам себя сейчас взорвет. У меня слишком много магического сопротивления, он мне дамажить не будет. У меня и шарбезный, и антимаг, и омник. И щит пятого тира. Да, это ошибка была. Просто... Ай-яй-яй, 1 хп. Блин, обидно то, что я скипнул. Бессмертие. С бессмертием я бы себя намного увереннее чувствовал. Но вообще было бы круто, если бы у меня Хусик рано пришел и щит второго тира рано пришел. Я на самом деле даже не знаю, что мне сейчас ролить, что мне надо. Экзорцизм мне надо, предметы пятого тира мне не надо. Ну, только щит пятого тира, по сути, искать. Можно, конечно, третий тир попробовать реально поискать и очищающую сферу найти. Наследие духа огня, в принципе, норм. Ну и больше нечего, в принципе. Можно было бы, конечно, щит Капитана Америки, но у него очищающая сфера, которая включает мне синергию. Ну, чисто плотность. Я хоть этого моба заберу, потому что в прошлый раз, когда я так горного вождя оставлял, то я моба не смог забрать по итогу. Но я надеюсь, что я смогу забрать его. Но если бы Дюк дамажил бы свои 18%... Вот, смотрите, даже дебаф Дюка заканчивается, урона нету от этого Дюка. Как работает этот гребаный Дюк? Просто разрабы клоуна написали, что он дамажит 18% в секунду чистым уроном. Но нету этих 18%. Прописали механику, которая не работает. Во! Стратегия рабочая на ура. Два яйца сюда.
Умник. Берсерк. Берем берсерка. Ну, это сейчас будет последний раунд. Либо он меня, либо я его. Иного не дано. Наследие. Не надо. Понял. Лучше бы взял наследие. Лучше бы взял наследие. Ну и хрен с тобой. Ну и хрен с тобой. Обезьяна. С Аганимом. И Дизраптор с Сайленсом. Ого. Отцепись. Не, у нее не хватает урона. Да, забей. Ему надо было находить чистый урон. Серьезно. Я думаю, если бы он нашел чистый урон и оставил бы берсерка, он бы меня снес. Ну, что ж. Ну что сказать, ну что сказать. Красота получилась. Конечно, не совсем то, что я прям хотел. А тут чел через смарт-редку вообще трехзвездочную играл, а не через темпларку. Ну, Дизрач у него просто шикарный. Ну, ладно. Короче, не совсем получилось то, что я хотел. Я хотел вам показать Хускара через щит второго тира, но, в принципе, я думаю, это тоже обалденная каточка получилась. Прям противостояние достойное. На соплях вытащил. Но все начались у него проблемы с того момента, когда он именно берсерка поменял на бабку. Ему надо было, наверное, все-таки берсерка оставлять и сидеть до конца. И он бы, я думаю, меня снес бы. Нашел бы себе потом перчатку 5-го тира. И меня бы только спасло то, что у меня есть щит 5-го тира, который бы возвращал бы урон. Если бы у меня горный вождь успевал бы доходить до его берсерка, ну тогда берсерку, ну, пасочки были бы, потому что там бы вечный стан был. Но я считаю, что это полный бред, что горный вождь работает сквозь гритеров. Это полная бредятина. Так не должно работать. Ну, не должно так оно работать. Не должно. Но оно почему-то работает. Ладно. Что думаете вы по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто еще до сих пор этого не сделал. Подписываемся также на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.